Друзья, всем привет! Сегодняшнее видео будет касаться Швейцарии и того, что Швейцария хочет запретить выезжать из страны тем просителям убежища, которые уже получили статус беженца. И вот в этом ролике я об этом вам вкратце расскажу. В настоящее время правительство Швейцарии работает над комплексным изменением в законодательство, которая регулирует беженство, миграцию и так далее. Просителям убежища больше не будет разрешено покидать страну. То есть, если они подали ходатайство о предоставлении убежища, и это ходатайство было удовлетворено швейцарскими властями, и человек получает официально статус беженца, все, ему нельзя будет выезжать из Швейцарии. Даже в страны Шенгена, то есть даже в Германию или во Францию он выехать не сможет. Швейцария планирует ввести строгий запрет на поездки для просителей убежища. Запрет будет распространяться на все государства, включая страну происхождения. Но это понятно. Как я уже сказал, то есть даже нельзя будет выезжать на территорию Германии. Если власти, он может, конечно же, на свой страх и риск поехать, но если его там поймают, где-то он там залетит, и власти Швейцарии узнают о том, что он выехал без разрешения, тогда он автоматически будет терять статус беженца. И все вытекающие из этого юридические последствия, будет письмо ему приходить, что вы статус потеряли, вам предписано покинуть территорию Швейцарии в течение месяца, и все. Понятно, да? Что касается украинских беженцев, которые имеют статус С на территории Швейцарии. На них это не будет распространяться, они там тоже будут прописаны в этом законодательстве в изменениях, но им будет разрешено выезжать в Украину на 15 дней в любое время в течение полугода. То есть в году можно будет 30 дней находиться на территории Украины. Так планируют принять такой закон. Федеральный совет Швейцарии также примет исключение из этого правила, из этого запрета на поездки. Можно будет беженцам, на граждан Украины это не распространяется, им можно будет на 30 дней, как я уже говорил, уезжать. Беженцам можно будет поехать в страну свою происхождения с разрешения властей Швейцарии в случае смерти или тяжкой болезни близкого родственника. То есть троюродная сестра — это не близкий родственник, нельзя будет. То есть родителей, детей и так далее. Мужа, жены, понятно. Разрешение будет даваться, как правило, на 30 дней. Но опять же, еще раз говорю, то есть для того, чтобы поехать, надо будет брать разрешение. Если поехал без разрешения, все, лишат статуса. Также можно будет ездить в страну происхождения при еще одних определенных условиях. Например, если человек заявит швейцарским властям о том, что он собирается возвращаться обратно, например, в Сирию, но он не знает, что там сейчас происходит, то есть он прожил там уже давно в Швейцарии, то есть он уже, соответственно, не знает, что там происходит в Сирии, то есть он хочет взять ознакомительную поездку и посмотреть. Если он официально представит документы, заполнит заявление соответствующее, то ему власти Швейцарии в качестве ознакомительной поездки могут дать разрешение. И он тоже может поехать на 30 дней и посмотреть, как там в Сирии. То есть захочет он остаться, не захочет и так далее. Или если у него есть необходимость продать имущество свое, которое у него в собственности есть, в общем, распорядиться как-то недвижимостью, которая там у него осталась на территории Сирии, он тоже может взять разрешение, соответственно, он должен будет написать соответствующие документы, подписать, и тогда ему тоже могут в исключительных случаях разрешить это сделать. Вот такая ситуация. А вообще, честно говоря, я не совсем понимаю. Понятно, что сейчас мы не можем, каждый случай предоставления убежища, он индивидуален, нету ни одного одинакового, скажем так, дела, есть похожие дела. Но вообще, в принципе, я себе так тоже думал, на досуге. Смотрите, человек едет, бежит, например, он говорит, меня преследуют, дайте мне убежище по политическому мотиву, меня преследуют, возбудили уголовные дела, я оппозиционер, к примеру, возбуждается в отношении в стране, он показывает доказательства, что у него дела есть уголовные, и потом проходит какое-то время, ему дают убежище, и он говорит, мне надо поехать обратно, к примеру.
Ну, то есть, как бы странно, да, то есть, ну, нелогично. И такие случаи есть. Понятно, что если это какой-то известный там политический деятель, там и действительно, тут понятно, как правило, такие люди обратно не возвращаются, потому что они реально нуждаются в защите. Но есть масса случаев, когда вот такая вот непонятная ситуация. Вроде бы человек приезжает и рассказывает, показывает доказательства и документы о том, что его там преследуют, то есть какие-то основания собирает, что его на родине притесняют, преследуют там по религиозным мотивам, еще по каким-то, да. То есть он просит, чтобы ему дали статус беженца, ему дают этот статус, а потом проходит время, и он просит, чтобы уехать назад там на какое-то время. Или разрешение он просит, или даже без разрешения просто берут и едут. Понимаете? Вот, например, афганцы. Талибан там и так далее, ну и так далее, да. Вот, мы не можем, приезжают, им дают, скажем так, убежище. Это не только Швейцарии касается, Германии. Потом проходит время, год, полгода, и он там замечен где-то, я уже снимал об этом ролик, это касается Германии, афганских беженцев из Германии. Проходит время, и он где-то засветился. Они там, как правило, через третьи страны едут, там как-то есть свои схемы, чтобы штампы не ставили в паспорт и так далее. Понимаете? Но где-то там засветились, там, или в Иране такие ситуации были. То есть, вот мне кажется, это все странно. Очень странно и нелогично. И таких случаев очень много. Вот дело в чем. Понимаете? Вот. Действительно, оппозиционеров известных, как я уже сказал, они таким не занимаются. Потому что они реально просят защиты. Потому что реально их там в стране происхождения, на них там дела возбуждены и так далее. Но есть масса людей, которые вот так вот делают. И главное, что это все... Я понимаю, что это разрешено. Это разрешено законом, тут вопросов нет. Я просто пытаюсь понять, скажем так, моральную сторону этого всего. То есть тут сразу наводящий вопрос можно задать, только, а реально ли тебе в таком случае предоставили защиту? Реально ты в ней нуждаешься или нет? Вот вам так не кажется? Это не касается Швейцарии, это касается вообще всех беженцев и вообще системы всей международного убежища. Напишите, пожалуйста, свое, друзья, мнение в комментариях по этому вопросу.